Здравствуйте, меня зовут Александра Постнова, и я рада приветствовать вас на моем канале «Закоренелый цветочник». Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, обязательно сделайте это. Каждый день выходит новый ролик с новым растением, и я учу вас дружбе с ним. Сегодня я вам расскажу про драцену. Драцена – это достаточно популярное, известное многим растение. Казалось бы, что вы можете узнать нового, но тем не менее есть определенные тонкости и лайфхаки по уходу за ними. И я вам расскажу вообще, какие бывают сорта, как они растут, как размножаются и вообще, что с ними делать. Здесь у меня 5 сортов драцен. То есть принципиально драцены отличаются широтой листа. Есть узколистные драцены. Вот как вы видите, вот эти две. И есть широколистные драцены. Драцены душистые, драцены маргината. Значит, драцены узколистные. Есть драцена биколор. Это вот растение с такими беленькими листиками. Вот это у нас драцена магента. И есть еще драцена маргината. У нее более темный лист по сравнению с магентой. И широколистные. Вот здесь у меня представители, конечно, не все сорта, но то, что было в мастерской. Вот это у нас драцена компакта с плотным темно-зеленым блестящим листом. Одна из самых неприхотливых представителей душистых драцен. Драцена Golden Coast. Видите, такая салатовая серединка листа у нее со светло-желтой каемочкой. Драцена Yellow Coast, где уже серединка более желтая, более такая золотая, светлая и более пестрая, яркая, скажем так. Что нужно знать, если вы решили приобрести драцену? Ну, во-первых, это растение достаточно неприхотливое, оно универсальное, то есть оно подходит для любого помещения, и подружиться с ним не так сложно. Если у вас есть коты, то узколистные драцены вам либо не стоит рассматривать, если вы не хотите, чтобы они были съедены заживо, либо вам стоит заняться воспитанием кота, либо спрятать туда, где кот не бывает, ну, либо обратить свой взор на другие сорта, которые не такие аппетитные для котов. То есть драцена – это растение номер 2 после хлорофитума по привлекательности для кошек в плане поедания. Драцены приходят к нам в разных размерах. Вот это вот у нас самые маленькие диаметры горшочка, это 8-очки. И они представляют из себя кустик. То есть это вот так вот срезали кусочек, укоренили, и вот пошла драценка расти. То есть в принципе, вот мы когда видим, у нас начинает расти черенок у широколистной, он вот здесь срезается, дает корешочки, укореняется, и тогда мы получаем вот такой кустик. Со временем у драцены отмирают нижние листья, они желтеют, сохнут, отпадают, и у нее начинает вырисовываться вот такой ствол. Растение достаточно медленно растет, поэтому если вы хотите большего размера деревца, то лучше покупать сразу уже со сформированным стволом. Если мы говорим про вот такую драценку, то здесь вот у нее был срез, и она дала 3 боковых отростка. Сама серединка расти больше не будет, то есть вот это максимальная высота основного ствола. Расти у нее будут боковые побеги. В дальнейшем, если у вас боковые побеги очень высокие, вам это не нравится, потому что это не очень эстетично выглядит, вы можете срезать. Вместе среза желательно делать это, где вот такие вот насечки на стволах, потому что с одной стороны насечки показывают, где раньше росли листики, а с другой стороны вот вместе этих насечек появляются у нас, собственно, новые побеги. Верхнюю часть укоренить, а из той, что осталось, пойдут новые побеги, и она у вас заветвится, и плюс можно сделать подсадку из того, что вы срезали. Будет такая пышная зеленая масса и внизу в том числе. Тот же самый принцип размножения идет и у широколистных драцен. То есть также можно срезать вот эти корешки, можно, когда у боковых отростков одеревенеет ствол, можно также его черенковать. То есть, в принципе, она поддается хорошо черенкованию, хорошо укореняется, и проблем с ней особых нет. Помимо того, что растение при обрезке дает новые побеги, посмотрите, у него может вырасти побег совершенно неожиданно ни для кого. То есть просто вот он решил, что ему пора расти. И вот такая вот малышка вылезла, он со временем поднимется, и будет еще один кустик. И вот здесь вот видно вот вместе вот это, почему я говорю, что резать нужно там, где вот эти вот следы от листьев, потому что вот здесь вот будут корни.
То есть если вы захотите целиком отрезать, ну мало ли что-то у вас со стволом произошло, ствол начал гнить, вы аккуратно вот так вот вырезаете вот этот вот кусочек, ставите в воду, и он достаточно быстро дает корешки, и в принципе его можно укоренить. Поэтому размножать драцену очень легко и просто, если вы делаете это с умом и любовью. Дальше. Вы принесли растение домой, и вы, в принципе, можете, не выжидая ничего, не делая никаких перерывов, его пересаживать. При подборе горшка учитываем размер. То есть, если у нас растение в 8 диаметре, мы берем максимум 10, если в 12 максимум 14 и так далее. Почему? Потому что если вы берете горшок на вырост, то растение у вас уходит все в корневую систему, и верхняя часть не растет так красиво, как хотелось бы. При выборе горшка для драцены рекомендую обратить внимание на более высокие узкие горшки, поскольку у нее корневая система устроена таким образом, что корни растут вниз. Соответственно, если у вас есть выбор между низким и широким горшком и высоким и узким, выбирайте второй вариант. Поливаем мы драцену раз в неделю, достаточно обильно. Перед поливом убеждаемся, что земля высохла и, в принципе, растение готово к следующему поливу. То есть для нее губителен как длительный залив, так и длительный период пересыхания. Так как растение лиственное, оно любит влажность. То есть если будет очень сухой воздух, вы при этом не будете опрыскивать, и рядом не будет никакой емкости с водой, то кончики листьев могут сохнуть. Если кончики листьев начинают сохнуть, мы берем ножницы, я вам сейчас вот покажу вот здесь, и вот так вот наискосок делаем надрез по живой части, по зеленой. Тем самым мы останавливаем процесс порчи листа. Растение у нас красивое, нарядное, без сухих каких-то окончаний, без гнилых, и радует наш глаз, и листья остаются живыми. Растение универсальное, подходит под любой тип помещения, то есть его можно брать и в офис, и в детские, кухни, и спальни, за исключением, когда вы берете большие-большие растения. Они бывают не только одноствольные, но и 2, 3, 4, 5 ствольные. Если мы говорим про многоствольные экземпляры, то каждый следующий ствол будет выше предыдущего. Там уже идет большой объем зеленой массы, соответственно, ночью вы можете бороться за кислород, поэтому в спальне большие драцены лучше не размещать. Растение не ядовитое, потому что иначе бы его не ели кошки. Не острое, не какое-то травмоопасное, поэтому для детской комнаты подойдет очень хорошо. Они выращиваются как одиночные растения, можно делать такие вот сады из разных видов драцен по форме. Ну, по форме листа будет не очень красиво, но если вы берете одной толщины лист и сочетаете разные виды драцен, будет смотреться весьма неплохо. Из вредителей. Драцена подвержена нападению паутинного клеща. Определить, здоровое растение или нет, можно по обратной стороне листа. То есть каждый раз, когда вы поливаете растение, вы к нему подходите, так вот поднимаете листики и смотрите. Если листики вот такие вот блестящие, глянцевые, растение здорово. Если вы видите какой-то налет на нем, то значит что-то с растением не так, и нужно его промыть и обеззаразить, инсектицидами обработать. В принципе, если вы забываете смотреть обратную сторону листа, вы поймете, что с ней что-то не так. Когда паутинный клещ заводится, у нее начинается изменение цвета листа. То есть, потому что паутинный клещ сосет соки с обратной стороны и высасывает, и появляются всякие пятна, некрасивый лист желтеет ненатуральным образом. То есть таким образом можно понять, что с цветком у вас что-то не так. В принципе, все. Есть еще одно заблуждение. Считается, что драцена теневыносливое растение. Это неправда. Ей нужен яркий рассеянный свет. Прямые солнечные лучи нежелательны, поскольку могут появиться ожоги на листьях, а вот достаточное количество яркого рассеянного света – это то, что нужно для ее здорового роста. Если вы растение держите в темноте, оно у вас будет вытягиваться, листья будут бледнеть, а боковые листики будут вот так опускаться. То есть это сразу первый признак того, что света недостаточно. Все, что требуется, перенести ее в более светлое помещение, она опять поднимется, будет пышная и красивая. Это то, что я рассказывала в ролике про змеокулькас, который является теневыносливым, но если его ставить в тень, он начинает вываливаться. То же самое примерно происходит с драценой. Размножают, повторюсь, их черенкованием, то есть срезают макушечку и укореняют.
И, собственно, если вы хотите ее заветвить, вы просто срезаете, и у нее появляются новые побеги, она становится все более пышной, пышной, пышной. В принципе, наверное, это все. Если я ответила не на все вопросы, пишите их в комментариях, и на них с удовольствием отвечу. Грунт, в который нужно пересаживать растения. Мы используем либо универсальный грунт, либо специализированный для декоративно-лиственных растений. И удобряем их по инструкции. То есть летом раз в неделю, весной и осенью раз в 2 недели, зимой раз в месяц. И если вы не знали, как переводится название драцена, то переводится оно как самка дракона. То есть такое достаточно необычное название, поэтому можно сказать, что вы приобретете домашнего дракона домой, если решите с ней подружиться. Надеюсь, это видео было вам полезно. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Каждый день я рассказываю о новом виде цветка и о правилах дружбы с ним. Спасибо, что были со мной. До встречи в новых роликах.